Так, на очереди демо у нас убийство в Восточном экспрессе. Так, ну давай попробуем. Книги Агаты Кристи не успел прочитать. Восточный экспресс 17 декабря 23 года. Ого. The train is still stuck and the snow continues to fall. I should have taken an airplane. Well, I must make the best of it and join the other passengers for breakfast. Отправляйтесь в вагон, карта разума какая-то. Отправляйтесь. Так, поезд застрял из-за заносов. Внезапно прервалось. Нужно найти вагон и позавтракать. Его еще дальше можно. Ага. Подсказки. Подсказок нет. Окей. По рисовке. Честно говоря, не очень мне такой стиль нравится. Я давно этой за игрой не то что следил, я слышал про нее, в избранное себе добавлял. Но что-то как-то я вот не обратил внимания, что оно вот так выглядит. The train still hasn't left. Хотя вот это красиво. Я люблю стилизированное когда, но вот что-то здесь... Ну, в принципе, ок. Рикс-шоп. Что это? Wax to preserve the perfect symmetry of the mustache. Помада для усов. Капец. Тоже для усов. Finest of curling irons for the mustache. Настал. Расческа тоже для Mustache усов. comb to tame unruly knots. Скорее всего, да. Так. А усы что там? Ну да, усы у тебя, конечно. Усатые. Так. А это куда дверь, интересно? Science and Future. Так, ну пойдем. Оба. Походу у меня дверь в эту каюту. Зачем-то. Второй класс. Ух ты, таблички на русском. Классно. А, вот, карта поезда. Я сейчас вот здесь 201. Первый... первый, второй, вот потом бар, потом ложка с вилкой и последний... Ага. То есть мне надо... Да, мне в эту сторону, но я пойду посмотрю, что вон там. Так, 202 это моя комната. Блин, поезд выглядит круто. Я бы так вот хотел бы вот так вот... О, приблизить можно. В таком поезде. По такой... Ну, не застрять бы только, конечно. Good morning, Monsieur Michel. Good morning, sir. Please enjoy our special breakfast in our restaurant. Как он говорит? А, бар. Подожди, а бар с этой стороны. Так, этот толчок. О, отражение завезли. Охренеть. Ну, кроме вот этого. А это и не зеркало? Или это зеркало? Офигеть. А мне куда надо? О, персонажи. Бук. У меня такой вопрос. Если я читал книгу, как бы... Я же знаю, кто убийца. Усы еще собирать надо. Пропал билет. Бук еще ничего не просил, не надо. Я даже не знаю, кто такой Бук. Вагон-ресторан. Бар. Все-таки, походу, я что-то попутал, и мне в ту сторону.
Так, я как-то ускорился. Вот так я ускорился. А, да, я первый класс, вон там второй класс, и вон там вагон, да. Я могу в первый пройти? Или во второй? Могу. Так. Красиво, конечно, базара нет. Почему у них номера на 100, если это второй вагон? Второй класс. Да, капец. Я не могу пометить. Короче, второй класс номера на 100 начинаются, первый класс на 200. Я что-то не понимаю, короче. Так, ладно. Зря ходил, здесь ни хрена нету, оказывается. О, окно. Вид из окна. Это снег такой? Хера себе, это снег из одуванчиков. Так. Ну, вроде на курок он как будто ускоряется, но я что-то... А кто дверь закрыл? Ты их не закрываешь же. А, она сама вот закрылась. Теперь дверь с автозакрытием. Ну, пойдем в бар. Так. Бар-лаунж. Это стыки вагонов такие, кстати? Как-то тамбур называется, да, по-моему? Здесь типа курить можно, да? This delay is intolerable. I'm supposed to be demonstrating the Firenze in Paris in 2 days. Ah, your electric car. Yes, that's bad luck. Bad luck? If I miss that demonstration, Имен не I'll хватает. be in a deep trouble. Just text your В people in титрах. Paris and warn them. Чтоб хоть Of как-то их course I запомнить. tried that. But there is no net. My daughter said it would be the easiest way in the world. Just sit on the train until I got to Paris. And now we may be here for days, and my boat sails the day она after плоская. tomorrow. How am I going to catch it now? I can't even send an email to cancel it. Ah, I'm just too mad to talk. Хера My себе. colleagues were to meet me in Paris. They will wonder Рояль, what has блин, happened в to me. I поезде. can get no words to them. What will they think? Good morning, Красиво жить madam. не The snow is запретишь. a predicament, is it not? I am Russian. Snow is no stranger to me. Ah, the accent. Would it be St. Petersburg? You are very perceptive. Monsieur Poirot, is it not? And may I take it, I have the honor of addressing Princess Natalia Dragomirov. We dispense with the old titles these days. My husband, all of my past, Are you gangsters? was No, taken we are from me Russians. by these Stalinists. Stalinists. When they were gone, I became director of the St. Petersburg Museum of Antiquities to restore and preserve what I can of my country's history. Still, the delay must be vexing. If I must be late for my appointments, then they will wait. I know that I would certainly wait, madame. It has been my extreme pleasure to make your acquaintance, madame. Au revoir, Monsieur Poirot. Наталья Драгомирова. Так. О, рояль. Поиграешь? Beautiful piano. What Pianino? a luxury. Pity there's no one to play it. Кто мне расскажет, в чем разница между пианино и роялем? Давидов и Докторс. Mademoiselle, you are not concerned about the train stopping? What can one do? Indeed, this does not make the train move. Его You have great strength to remain calm at a time like this. I know one far, far stronger than I. And that is? Well, that old lady, for instance. You have probably noticed her. She just has to lift her little finger and ask for something in a polite voice, and the whole train runs. It runs also for my friend Monsieur Bouc, but that is because he is a director of the line, not because he has a masterful character. You don't have to have a strong will when you have power. But I suspect I did not need Хотел to скипнуть. tell you that, Mr. Poirot. Что-то диалоги не особо интересные. Good morning, Mr. Fauché. You have early customers, I see. Yes,
I am stuck serving here as well at breakfast. Everyone is impatient. They keep complaining that the train is not moving. As if I could get out and push it. It's too Well- early for me to order a boxcar. That is the appropriate drink, I believe. A gin, triple sec, lemon and grenadine mix. A drink for a train indeed. But not perhaps for my breakfast. I think I will settle for an omelette. А Good чё? luck, sir. Miss Nielsen is helping to serve in the dining Хряпни с car. утра. Так. Оба-на, а это чё? А, это... The Orient Express bar is certainly well stocked. Везде нос надо, да, сунуть? Сейчас в толчке посмотрим, что тут. О, здесь зеркало. Хотел сказать, а здесь зеркало не завезли, а его на место повесили, как оно, в принципе, и должно быть. Ну, блин, отражение, когда есть, это, конечно, круто. Ресторан. How long are we expected to be stranded here? It won't do much good complaining to me. That fellow there with the moustache, he may know something. Excusez-moi, sir. Yes? Monsieur Book asks for you to join him in compartment Я только что 203. оттуда пришел, вы издеваетесь? Look here, Poirot. Can you tell us anything? I can tell you the snow, it will not move aside on its own. Of course. But you obviously have some influence with Book. I am going to see him now. I will ask him if he has any information. Линия завершена. Я сюда столько пилил, чтобы тут же идти назад, блин. Эти с боком. Посмотрю, что тут хоть есть. Оба пустите? Конечно, пустим. О, усы нашел. Another delightful trophy for my collection. Такой наглый, пришел на кухню. Давай, возьми водичку. Ани, мы открыли посмотреть. Что написано? Педерико? Эс Педерико. Ну... Эс Педерико. Так, мне казалось, здесь точка была. Нету. Ну-ка, что ты делаешь? Ты странно режешь морковку, я тебе скажу. На меня еще смотрит. А, ну да, палец ты не отрежешь. Ты вообще не делаешь морковку. Я молчу, что она одну и то же режет, но, блин, левая рука что делает? Не смотри на меня, а если я с этой стороны стану, она на меня будет смотреть? На меня это сейчас, да, будет смотреть? Мишун. Вечный. А, я не могу пройти. Ну ладно. Так, двери тут по скрипту открываются. То есть специальная анимация каждый раз. Так, зеркало. Оба-на. А, это просто что-то беленькое. Блин. Ну и крышка. Ну и то... А чё, кстати? Они все с краю были? Мне казалось, один по центру был в прошлом. Так. Это чё, куда я иду? А, это... Угу. 301, 302. Блин, ну я с 202 вышел, прошел, получается, 2 вагона. Ну еще я во второй ходил, значит, 3. Чтобы меня, блин, обратно позвали. Ну это типа, чтобы я с поездом ознакомился, я так подозреваю. Ага. Посторонним вход воспрещен. Окей. Так, ну спринтуем теперь. Мы еще на мосту застряли, охренеть. Что-то мне все точки... Вот она. Снег из одуванчиков. Это мощно. Давай. Нам 2 вагона еще пилить.
Ну, не 2, ладно. Ну, почти 2. Так, толчок проверим по центру. С краю. Да, тоже с краю, значит, мне показалось. Прикинь, вот ты сидишь здесь, хаваешь, а здесь чувак сидит на рояле. Во-первых, места мало. Во-вторых, блин. О. А, я их видел. Тамбур, по-моему, да, это называется? Я уже спрашивал. Нет, тоже с краю. О, вот это букта, походу. Мсье Бук. My good friend, come in. We have need of you. Ну, What тебе и has рожа. occurred? A passenger lies dead in his bed, stabbed. A passenger? Which Which? passenger? In there. He's an American, a man called Ratchet. It was his valet Ratchet. masterman who was worried that Mr. Ratchet was not awake yet. Pierre Michel, the conductor, decided to break in and found the body. I see. Well, my friend, I think it is best not to touch anything and wait for the police to arrive. Oh, I tried to call the police, but there is no cell tower for many kilometers. We could be stuck in the snow for hours. The murderer is with us. On the train, now! The sooner we catch him, Спутниковую the связь sooner надо we'll be out иметь. of danger. The Doctor Constantine is already examining the body. Mon ami, this is not a missing train ticket. We must follow procedure. We must wait for the police to secure the crime scene. Please, Poirot. I will take full responsibility. Book, you ask. Well, if we cannot contact the outside world, then... Oh, you are going to drive me crazy. In truth, this problem intrigues me. I was reflecting not half an hour ago that many hours of boredom lay ahead whilst we are stuck here. And now, a problem lies ready to my hand. You accept then? C'est entendu. You place the matter in my hands. Так, досье персонажей. Обойдемся, да? We are all at your service. This is the room right here. Так, а какие-нибудь Ой. А, новое. 17 осмотренных предметов, охренеть. Ну, давай поищем. О, это месье Константин? Mr. Poirot, I am Dr. Constantine. Forgive me, Doctor. You are a medical examiner? No, but I have assisted in postmortems at Nairobi Hospital, where I am a teaching fellow. I am familiar with your excellent institution. I do not intend to perform a full autopsy, but a preliminary examination should be of some use. Of course. May I have a look? Then we can compare notes. Please, if you need any help, I won't be far away. Французский акцент, конечно, прекрасен. Марокканец. Почему Константин? Составление досье. Подытожьте свои наблюдения, чтобы составить досье на этого человека. Так. Mr. Poirot, I am Dr. Constantine. Forgive me, Doctor. You are a medical examiner? No, but I have assisted in postmortems at Nairobi Hospital, where I am a teaching fellow. I am familiar with your excellent institution. I do not... Mr. Poirot. Прикол в том, что Найроби это, ну точно не Бельгия, Марокко, по-моему, Найроби это Кения. Профессия... Mr. Poirot, I am Dr. Constantine. Forgive me, Doctor. You are a medical examiner? No, but I have assisted in postmortems at Nairobi Hospital, where I am a teaching fellow. I am familiar with your excellent institution. I do not intend to perform a full autopsy, but a preliminary examination should be of some use. Of course. May I have a look? Then we can compare notes. Please, if you need any help, I won't be far away. Он, короче, ассистировал при аутопсии, где он в универе, где он преподает, значит, он препод и ассистент. Ну явно не медбрат, врач, медицинский эксперт. Mr. Poirot, I am Dr. Constantine. Forgive me, Doctor. You are a medical examiner? No, but I have нет, assisted in значит, тогда врач postmortems at Nairobi Hospital, where... Так, лет.
Ну, явно не 25 и явно не 89, так что, да. Блин. Константин настоящий. Я угадал? That's the right answer. О, естественно, это правильный ответ. Выяснить, есть ли у доктора Константина алиби. Нужно проверить, есть ли у доктора Константина алиби. Нужно вообще проверить, почему его Константин зовут. Русские и там были. Так, первым делом смотрим Where дверь. can the killer have gone? This door communicates with compartment 204. The latch is open on this side. А, ну то есть у них реально в купе есть двери между купе. А нахрен это надо? Сейф. Ага. Если бы я знал. Это нам предстоит узнать, видимо. Так. Фарма-слип. Ну, снотворное. Take a pill before going to sleep. Ну да, 20 таблеток. Box of sleeping pills. I'll take photos. Оба, он глазами сфоткал. Так. Это Робокоп. Да, я смотрел пился мне. Оба-на. Это порванная I wonder фотография. what could be in this photo. I wonder what could... А чё? А, восстановить фотографию. Сейчас я пока не могу. Ну ладно. Так. О, чемодан. Так, чё у нас тут? Алиса брела по лесу, где росла 1000 цветов. Она сорвала 10... Где росла? Сорвала 10 цветов и сделала букет. Вдруг букет превратился в бабочку, а цветы на земле начали разрастаться. Их стало в 2 раза больше. Алиса предстала перед дверью, которая сказала ей: если хочешь выбраться отсюда, скажи мне, сколько цветов осталось в лесу. Алиса моя заговорила. Алиса, все, выключись. Так, это я Not прочитал. exactly the reading material one would expect of a man like Ratchet. Ну, это явно шифровка какая-то. Чё ты тоже, а? Expensive clothing, recently laundered. Окей. Чемодан, все. Так, что у нас тут есть? Так. Это не он... Это же не он тот хрен? Нет, он же там сидел сейчас при мне. Так. Во. Так, ну давай начнем прям с него. As you see, the victim has been stabbed many times. Several alone would have been fatal. Yes, I agree. An attack most savage. I will, of course, prepare a complete report on my findings. Thank you. I'll take photos. Блин, все-таки сейчас ловлю себя на мысли. Если не знать историю, было бы интереснее. То есть я как бы знаю, кто убийца, скажем так. И, блин, ну, я не всех деталей помню, но в целом я все помню. Так что... Ну, интрига пропадает. The watch is broken. The hands are stopped at 1:15 a.m. One would expect that to be the time when the attack occurred. Интрига пропадает. Так, его я осмотрел. Что здесь? Платочек. A Н. handkerchief. There's a letter H embroidered on it. Ну, H, да. Мы же буржуины. У нас это H. Оба. Exotic Wap.
Банановый. It belonged to Ratchet? А что это? Экзотик вап. Так. Семь из 17. Может, это какой-то освежитель дыхания, типа. Хотел, что она большая такая. Напиток, может. О, поехали. Неизвестной модели. Last night, Monsieur Ratchet said he takes precautions. I see now what he meant. He knew he was in danger and wanted to be ready, yet it was no use to him. I will leave it here for the police. Ну, короче, таблеток напился, уснул и не увидел, как его бьют. О, смартфончик. Айфон, смотри. This phone was deliberately smashed. I'm sure I will find some interesting things inside. И как ты это возьмешь? Так, ну я вроде тут все осмотрел. Больше ничего не моргает. О, цепочка. The chain lock is broken. Monsieur Michel told me that he broke the chain on the door to get into the room. Ага. Так, мусор. А, это я смотрел. Это я смотрел. Ну-ка, давай поговорим. Холод. I assume the open window complicates matters. Indeed. Conditions are not perfect. What can you tell me about the victim? He died from multiple stab wounds of varying angles and depth. More than one would have been fatal. I would place the time of death roughly between midnight and 2 a.m. With more time, I hope I can be more precise. Did you touch anything in here this morning? I checked for a pulse. There was none. Rigor mortis had commenced. The body was cool to the touch. I touched nothing else. Did you know the victim? Not at all. I noticed him last night at dinner, but I did not pay much attention. I'm sorry, Doctor, but I must question you. Of course. I must be considered under suspicion like everyone else. May I know your movements last night? I share compartment 101 with Mr. May I know your movements? He would not stop talking about his beloved train. I listened to him for hours talking about his Orient Express. My friend Book will no doubt confirm this. May I know your movements? Охренеть, фраза построена. Первый раз. May I know your movements? Капец. Thank you for your help, Doctor. Так. Чё у нас? Осмотреть место. Все, что ли? 11 из 17. Ага. О! Ну-ка. А можно чуть побыстрее ее двигать? Так. Это здесь. Так. Вот это. А хрен его знает. Скорее всего, вот здесь. Ну, хотя, подожди. Вот это точно уголок. Так. Вот это где-то здесь. Судя по всему. Смотри, она сама на место встала. Так, это вот так. Так. Это у нас... Вот. Так. Вот это у нас вот этот уголок. Ой, перевращал. Так, все-таки... Получается, вот это оно все-таки здесь. Ну, собака... то есть не собака, это кошка. Вот это сюда.
Это сюда. И последнее вот сюда. За Дейзи. For Daisy. Interesting. That was easy. О, я красавчик. Так, откройте сейф. Так. Сейф. А я нашел какие... Ага. Так. Какие-нибудь были? Блин, да ничего, по-моему, не было. А, подожди. 1000 цветов, 10 цветов. Вдруг бабочка, цветы на земле начали разрастаться, их стало в 2 раза больше. Ага, значит 990 умножить на 2. Это у нас получается 1980. Ну-ка, давай попробуем. Так. 1900. Да ладно. Хо-хо-хо-хо. Так. Бабки доберем? Прилично тут. Not very surprising. Not very surprising. А что, забирать не будем? For each person hurt, you will suffer the same harm. Your death is near, we never forget. Unusual letter, this. Очень-очень необычное. Короче, за каждое... Сейчас вот так лучше. Тебе воздаться за каждого человека, которому ты причинил вред. Твоя смерть близка, мы никогда не забудем. Так, и вот это что? Daily Planner. Diary. Call Cairo, check carpets delivery. Orient Express, call DC, check box. Ой, откройся. Debrief with H, arriving to Venice. Ratchet had an appointment he will never keep. Логично. Окей. Так. Оба. Я не все, значит, здесь посмотрел. По-моему, вот эту хрень можно еще, да? Да. Фонтана ди Канигли. A meeting place on the back of a postcard. Someone with the initials A.W. АВ. Ага. Окей. Так, теперь точно все. Так. Ну, я вроде все улики осмотрел. Нет, не все. Говорит. Одна еще осталась. Блин. В упор не вижу. I shouldn't leave until I have finished inspecting the crime scene. Так. Может где-нибудь... Может окно? Вот он говорил окно. А, вот, открыто. The snow is falling only lightly this morning. The murderer would have left tracks in the snow if he had jumped out the window. Логично. Так. И как раз у меня получается, да, я эту закрыл. Блин. Да, закрыл осмотр. У меня теперь восстановить события. Ух ты. Рэтчет держал под подушкой пистолет. Часы остановились в 1:15. Рядом с Рэтчетом был найден стакан с остатками порошка. В сейфе письмо с угрозами. Баночка со снотворным. Выберите 2 элемента, которые помогут восстановить события в ночь убийства. Вот это. I must admit I'm not right this time. Окей.
Окей, а как? Ну, давай снотворное и стакан. В ночь своего убийства Рэтчет выпил снотворное. Ага. Письмо с угрозами, пистолет. Он был настороже. И, получается, часы. Настороже... Блин, а чё? Настороже и часы. This is wrong, but I'm never far from the truth. Снотворное и настороже вообще не вяжутся, как бы. Давай попробуем. Блять, да серьезно, что ли? Рэтчет хотел быть настороже, однако принял снотворное. Вот, я и говорю, вообще не вяжется. Капец. I can't imagine Ratchet taking a sleeping pill if he feared for his life. Вот именно. Вуаля. Работники Рэтчета. Ох, кто эти два человека, что работают на Рэтчета? Месье Бук, Мэри Дебинхэм, миссис Драгомирова, мистер Фаскарелли, мистер Мори, месье Мишель, мистер Мастермен, мистер Маккуин. Так, как убийца покинул купе? Так, ну, пойдем отсюда. I shouldn't leave until I have Да в finished смысле? inspecting the crime А чё scene. еще осталось? Дедукцию сделать надо. Окей. Так, выберите два элемента, которые указывают на то, как убийца мог покинуть купе Рэтчета. Окно открыто. Месье вышиб и цепочка сломана, что взаимосвязано. Убийца не мог выйти через дверь, так как она была заперта изнутри. Окей. Поезд застрял в снегу и остановился. Окно открыто. Следов нет. Хотел выбраться из купе через окно, однако поезд до нее так и не дошел. Так. Смежное купе ведет дверь, и она не закрыта на щеколду. Убийца мог выйти через дверь в смежное купе, так как она не была закрыта на щеколду. So, the murderer must have exited through Madame Hubbard's room. I'm right again. That happens to me a lot. А ты любишь себя, братан? Два человека могли видеть, как убийца покинул купе. Кто они? Ну, миссис Хаббард, логично, она там живет. И я хз, кто второй. Я могу выходить? Я вроде все I эти... think I've seen everything I need at the moment. I'm counting on you to finish your analysis. I'll have a more detailed report for you as soon as I can. Ну, признаться, все равно интересненько так. So, Poirot, did you find anything out? It's a bit early for the handcuffs, my friend. Even for Hercule Poirot. Do not worry, mon ami. I believe our culprit has no plans to strike again. Monsieur Ratchet was the target. Of that I am convinced. Tell me, Book, how did you spend last night? This is a joke, I hope. Don't you trust your old friend? Доверяй, но calm проверяй. yourself. I must hear your story in order to corroborate other accounts. Ah, naturally. Let me see. I went to my compartment after dinner. Dr. Constantine was already there. We talked about his career. He's a Cambridge man, you know. After university, he returned to his country and has done much good there. He was so interested in the Orient Express.
I told him all the anecdotes I know. I'm not certain when we fell asleep, but it was very late. Кстати, «Убийство в Восточном экспрессе» я читал буквально, по-моему, год, чуть больше года назад. На английском, на упрощенном, естественно, на английском на курсах. Это 2 года назад, получается, было. На зиму дали задание прочитать ее. Я читаю, такой думаю, нифига себе, ну, понятно, доступно, не так много незнакомых слов. А оно, оказывается, потом уж, когда дочитал, смотрю, упрощенный, думаю, охрененно. А я-то думал, блин. Here is what I have found out. Monsieur Ratchet was stabbed many times. I also found threatening letters in his safe. He had a loaded gun under his pillow, so he was on guard, ready to defend himself. However, there was an empty glass with white residue at the bottom. I suspect a barbiturate. Perhaps he was forced to take it. In any case, I am certain he was unconscious, unable to defend himself. I also found several other items at the crime scene, possibly related to the murder. They must be investigated. By all means, Poirot. As fast as you can. I also found liquid for an electronic это cigarette, жидкость для but I could электронной not find a сигареты. vape. This might belong to the murderer. This criminal is an amateur. Блин, а в оригинале он, по-моему, я не помню, вообще был там это или нет, но там, блин, наверное, какие-нибудь зажигалку, блин, вот не помню. Осовременили, I короче. need a list of the passengers with their compartment numbers. Pierre Michel will have it. I must interview the rest of the passengers and the staff. I'll be in the bar car if you need me. We are hours late. Soon I hope help will arrive. Так. Я к тетке могу зайти? Могу. Она меня нахер сейчас пошлет, да? Good morning, madam. I am Hercule Poirot. Caroline Hubbard. What can I do for you, Mr. Poirot? I am the bearer of unfortunate news. It's obvious with all the commotion that something has happened. Madame Hubbard, I am afraid your neighbor, Monsieur Ratchet, was murdered last night. Oh my God! I knew it! I knew it! I would like to ask you some questions, but first, may I inspect your room? Of course, yes, you must. You must. Так, ну начнем с возраста. Явно не 18 и не 37. Профессия. Нет, не немка. А I was как? visiting my daughter. She works at the American Embassy in Istanbul. I told her she'd never find a husband there. Since I wanted to see Paris on my way home, she told me I should take this high-class train. I can't wait to see Paris. It looks beautiful in the movies, but it couldn't be more beautiful than Schenectady in the good old US of A. That's where I'm living now. Это типа я, когда проходил в купе, они что-то там болтали, вот это я должен был услышать. I was visiting my daughter. She works at the American Embassy in Istanbul. I told her she'd never find a husband there. Since I wanted to see Paris on my way home, she told me I should take this high-class train. I can't wait to see Paris. It looks beautiful in the movie. That's the right answer. Так. Чё у тебя? О, мусташ. Another golden mustache to treasure. Так, сейчас я все посмотрю, потом поболтаем. Это что? Печать, что ли? Here is a jacket button. А, It bears the пуговица. logo of the Orient Express. Да, помню. Так, что у тебя здесь? The luxury of the Orient Express is present in every detail. Базара нет. У нее здесь своя раковина. А почему оно?
Не пропадает. Так. This door connects to Monsieur Ratchet's compartment. It was latched on this side. Так. I need help. Дверь смежная в купе. Ну да, это понятно. А где... Так. Два из трех. А что должно быть? Я не вижу. Может, потрындеть с ней надо? Раз. Ну ладно, давай поболтаем с ней. Так, I пуговица. found a jacket button on your table. It looks like it belongs to a Кому-то из train персонала. employee. The button bears the logo of the Orient Express. Well, of course, the conductor came in last night, but he didn't go near that table. Still, it's a safe bet that it belongs to the conductor. I'll check his jacket later, to be sure. Курение? Are you a smoker? No, definitely not. Filthy habit. Платочек не видела такой? О, у меня же Is this your фотка handkerchief? есть. No, not at all. Yet it is embroidered with an initial H, like your name. I don't care. It's not mine, and I would certainly never buy something so impractical as that frilly thing. How is it you didn't bolt the door between the two compartments? But I had. Well, as a matter of fact, I asked that Swedish lady, Olsen, Greta, if it was bolted, and she said it was. How was it you could not see for yourself? Блин. I was already in bed, and my toiletry bag was hanging on the hook of the door. I couldn't see the latch from where I was. What time was it when you asked her to do this for you? Oh, it must have been around 10:30 or 10:45 p.m. She'd come along to see if I had an aspirin. But instead of opening my door, she opened Mr. Ratchet's door by mistake. He said something quite rude, like, "Not a chance, lady, you're too old." It shocked her. She came in. I told her where to find the aspirin, and she got it out of my toiletry bag. Poor girl, she didn't have a good night. The same could be said for Monsieur Ratchet. It appears Mademoiselle Olsen may be the last person to see Ratchet Mademoiselle alive. Olsen. Madame, please tell me about last night. The murderer was right here in my compartment. I woke up. All in the dark it was. I was just so scared I couldn't scream. I pressed the call button. I pressed and pressed. I heard footsteps running in the corridor, then a knock on my door. "Come in," I screamed. And I switched on the lights at the same time. And would you believe it? There wasn't a soul there. You think he went back into the other compartment? How do I know where he went? I had my eyes shut tight. The conductor came in. I told the man what had happened, and he didn't seem to believe me. I asked him to search the room, but he found nothing. I told the conductor to look at the door between the compartments, and sure enough, it wasn't bolted. Well, I soon saw to that. I told him to bolt it, then and there. Ну что, самой запереть нельзя? I have not finished inspecting your room. If you don't mind, Так, ну значит по-любому сюда. А, вот. let's see if Mrs. Hubbard was telling the truth about the latch of the connecting door. Что от меня хотят? Двигаться. Чё двигаться? А, This hook is probably where Mrs. Hubbard hung her toiletry bag. This hook is probably where... ну я понял. И что? Где ее туалетная сумочка? А, это вот это походу, да. Хрена себе туалетная сумочка. Косметичка. И мы вешаем ее сюда. I can see the latch very well from here, even with the toiletry bag attached.
I'll have to clear that up with Mrs. Hubbard. Обманщица. Ну-ка, поясни за Mrs. щеколду. Hubbard, you told me that the door connecting the two compartments was closed, correct? Yes, it was, as I told you. I was already in bed and my toiletry bag was hanging on the hook of the door. I couldn't see the latch from where I was. That's why I asked Miss Olsen to check if it was closed. Какое из этих предложений содержит ложь? Да, все верно, заперта. Я уже была в постели. Моя косметичка висела. Щеколду не было видно. Вот это. Are you sure everything you've told me is accurate, Madame Hubbard? Of course. I have an excellent memory. Аспирин, щеколду видно. Подъем с постели. Mrs. Hubbard, I tested putting your toiletry bag on the door hook as you told me. From your bed, you can easily see the latch on the door. The toiletry bag does not hide the latch at all. Are you saying I'm lying? It may have been stuck somehow in a different position, or I may not have seen it in the darkness. Or I didn't think to look, you irritating man. Details matter, madame. A man has been most savagely murdered. You will excuse me if I attempt to separate the truth from the false. Forget my toiletry bag and focus on who entered my compartment. Probably after killing Mr. Ratchet. Madame Hubbard is a force to be reckoned with, but I suspect I'm not done with her. Thank you for your assistance, madame. Люндра, блин. Так. Что там у нас? Обыскали купе, потребовали объяснений. Так, свидетели, получается, другие теперь. Ладно, пойдем куда-нибудь дальше. До свидания, тетка. Противная тетка. Так, месье. Bonjour, Monsieur Michel. I expect Monsieur Ratchet's death must be very unsettling for you. I have been an Orient Express wagon lead conductor for over 15 years. Чё Nothing like тебе this has ever happened before on one of my trains. Yes, indeed, it is a shocking occurrence. Так, ну давай I спугиваться. found a button from an Orient Express staff jacket. Did you lose one by any chance? No, monsieur. As you can see, I have all my buttons. It is not mine. Куришь? Are you a smoker? Indeed. Do you smoke e-cigarettes? No. Tobacco only. Tobacco only. Can you provide me with a listing of the passengers and their rooms, please? Yes, certainly. Так, читать. Константин, Тоби Тоби Харрис, Гектор Маккуин. А Константин просто Константин? А, там печать, походу, да, там имени не видно. Мне что, запомнить надо? Так. Can you provide... Yes, sir. А чё, ты сфоткать на свой телефон не можешь, чтобы я каждый раз не приходил смотреть, блин? Николай Петрович. Так, а моя где? Я же Пуаро. Подожди, я же был в 202 комнате. Николаем Петровичем вместе, что ли? Или нет? Ладно, неважно. Мне надо подумать. Так, ладно, что дальше-то? Так, свидетели. Ну вот эта тетка, по-любому. Ух ты, угадал. That was easy. Расспросить месье Мишеля. Окей.
меня где-то было еще выбор. Так, фотографию я собирал. Там было... я не помню уже. Ладно, давай расспросим месье Мишеля. Чё, потрендим? Monsieur Michel, I must ask you a few questions if you don't mind. I will do everything I can to help. First of all, tell me about yourself. Very well. My name, as you know, is Pierre Michel. I am from Calais. I've been with the company for over 15 years. Thank you. Ну, раз он 15 лет работает... Ну, так, ну, явно не 17. На 33, 15, это он в 18 лет устроился. Ну, да, для 33 лет он как-то старовато, ну, явно не на 57. Да, пусть будет 33. Хале, наверное, это Франция. Повар! Think, Poirot. That is not a good answer. Неужели 57? Реально 57. Охренеть. My little grey cells did not let me down. Чё ты не выглядишь на 57, дядя? Так, I Рэтчет. would like to reconstruct with your help the events of last night. Monsieur Ratchet retired to bed. When? Almost immediately after dinner, sir. Actually, before we left Belgrade. Did anybody go into his compartment after that? His valet, monsieur. Monsieur Masterman. And then his Masterman. secretary, the young American gentleman. Monsieur McQueen. And that is the last time you saw or heard of him? No, monsieur. You forget that Monsieur Ratchet rang his bell around 12:40 a.m., soon after we had stopped. I knocked at the door, but he called out in French, "Ce n'est rien, je me suis trompé." I then left to answer another bell that had just rung. Странно, что он на французском ответил, конечно. Where were you at 1:15 a.m.? I was sitting on my little seat at the end of the car, facing На up the своем corridor. Are you стульчике. sure? I left a little after 1 a.m. to speak about the snow with my colleague Jean in the bar car. I came back later. There was a call. I remember speaking to you. Indeed, I remember. Carry on. It was the American lady, Madame Hubbard. She thought she saw a man in her compartment. Then, around 1:50 a.m., I made the bed for Monsieur Ratchet's secretary, Monsieur McQueen. He had spent the evening talking with the English Captain Arbuthnot. At 2 a.m., I returned to my place and stayed there until dawn. А спал ты когда, бедолага? Может, поэтому у тебя такое лицо? What is the last station where we stopped? Vinkovsky. Could someone have come on board? Possibly. I was very busy. Owing to the weather, we were a few minutes late. We left at 12:10 a.m. Давай, Пьер Мишель. Видимся. Так. Передвижение месье Мишеля. О! Хо-хо-хо-хо! Восстановите последовательность. Так. Остается нас... Ну, вот это первый. А, во. Он там курит. Потом возвращается в поезд. Вот это конец. Поезд останавливается. Вот так. Да. Еу. That's the right answer. That's the right answer. Так, потребуйте объяснения Мишеля. Убийца избежал встречи с месье Мишелем. Так. В полночь стоит на платформе. Поезд отправляется. Поезд застревает. Нет на посту с часу до 2:12. Вот так. И вот так. Угу.
А, все? While Monsieur Michel was chatting with Monsieur Fauchet in the bar car between 1 a.m. and 2 a.m., the murderer could have escaped Ratchet's room without being seen. My little gray cells did not let me down. Ну, совсем простенько, блин. Сейчас я сказал я и начну тупить. Месье Мишель, месье Хаб... Чё? Озарение позволяет вам делать собственные выводы. Если я да нажму. This appears to be a good lead. А если я нет нажму? Very well, I choose to go. Короче, похер. Так, ладно. Вернись. Месье Хаббард. Да, она мне не нравится. This is the most likely answer. Так. Дверь смежное купе. Как его про... А, вот еще что-то есть. Работники Рэтчета, во. Это был... Мастермен и Маккуин. I'm right again. That happens to me a lot. Так, расспросить камердинера Рэтчета. Он в 103-м. И секретаря. Он в 102-м. I think I've seen everything I need at the moment. I'm counting on you to finish your analysis. I'll have a more detailed report for you as soon as I can. Да, пока. Спасибо. Так. Здесь я был. Мед, пиво пил. А, вот моя, кстати, хата. А прикольно, здесь только 2 купе, получается, связаны. Кстати, а у бабы-то побольше моего было. Очень интересно. Так, ну пойдем. 102, 103. Что первое? 103 первое. Так, тук-тук-тук. Я пришел. Кроме как поболтать. О, у них еще и каждого ванна своя. Monsieur Edward Masterman, I believe. May I ask you some questions? I can barely talk. I have a terrible toothache. We have a doctor on board the train. Perhaps... I do not need a doctor. I use essential oils. If you can find my flask of clove oil in my box, I would be grateful. Fine, if you insist. I will help you. А сам что, не можешь поискать? Капец. By the smell, I think that the jojoba oil spilled on the other bottles, leaving their labels illegible. I must find another way to find which one is Masterman's toothache remedy. The weighing scale is soaked in jojoba oil. It's unusable. Ah, this old scale will do the job. Капец. Прикол в том, что миндаль, иланг, лимон, лаванда, гвоздика, жожоба. А что мне надо найти? Что лечит его зубы? Я откуда знаю? А, с гвоздичным маслом. Что-то я это упустил. Гвоздика 7 миллилитров весит. Так. To start, I must first arrange the vials from the lightest to the heaviest. Ага, ну короче, понятно. Так. Ага. Вот это тяжелее, значит. Вот это тяжелое. Потом идет вот это. И сейчас будем сравнивать.
Ага. То есть, вот эта хрень самая легкая. Из этих... Вот это самое тяжелое. Так, желтое. Это что? А, вот это тяжелее. Вот так. Это что? Ну, это да, это самое тяжелое. Нет, да? Ну, смотри, вот это самое тяжелое. Так, надо не так. Вот это тяжелее. А, не, вот это тяжелое. Так, а это? Это тяжелее. Это тяжелее. Это тяжелее. Ну, вроде все. Опять нет? Давай проверять. Так. Я не пойму, оно же было тяжелее. А, я что-то не так делаю, короче. Now that I know the order, I think that I can easily guess which one is the clove oil. Так. Гвоздика 7. 2, 5, 7. Третья с конца. Раз, два, три. Вот это Here гвоздика. is Monsieur Masterman's remedy. Капец. А ты типа Here is your remedy. I сам hope не it мог will help. запомнить Thank you very much, sir. этикетку своего лекарства, блин. Придурок. Ah, well, I can finally speak without too much pain. Да он нарик, I'm ready походу. to answer your questions. You are Monsieur Ratchet's valet? Yes, sir, that is correct. Were you told that your employer was murdered? Yes, sir. A very shocking occurrence. Very shocking occurrence. Так. Камердинер. Камердинер. Ну, 39. Да я думаю, американец. That's the right answer. That's the right answer. Так. Давай сначала. Are Ты you a куришь? smoker? Yes, sir. I have a cigarette now and then to relax. А какие? А Рэчет? Was Monsieur Ratchet a smoker? No, he finds smokers disgusting. Tell me about your employer, Monsieur Ratchet. I've been working for him for 9 months. I should not wish to speak ill of the dead, but he was not a gentleman, sir. Did you know that he had enemies? Yes, sir. I heard him discussing some threatening letters, sir, with Mr. McQueen. Did he mention these letters to you? He had been reading a letter when I came in. He asked me if I was the one who put it in his compartment. I told him that I had done no such thing, and he should report it to the police at the next station. How did he respond? He laughed, sir. You're joking. I do not joke, sir. Forgive me, I can see you do not. Was he taking sleeping pills? Always when traveling by train, sir. He said he couldn't sleep otherwise. Last night he asked me to give him 2. I did so, along with a glass of water. He dissolved them in the water. Did you see him drink the water? No, sir. I left right after I gave him the pills. Все-таки он сам их At выпил. what hour did you last see Monsieur Ratchet? It must have been around 9 p.m., sir. That or a little after. I went to bed around 10:30 p.m., same as the person who shares my room, Mr. Foscarelli. He almost immediately began snoring. What did you do then? I read, sir, and I spent a while soothing my toothache with clove oil and listening to the snoring. Did you hear anything during the night? Yes, my roommate snoring. Can you tell me again why you gave sleeping pills to Monsieur Ratchet? Yes, I gave him the pills because when he takes the train, he has trouble sleeping. The letter must have worried him. He specifically asked me to prepare the sleeping pills. I didn't see him drink the water with the pills in it.
Какое из этих предложений содержит ложь? Ему плохо спится, когда он путешествует поездом. Письмо, должно быть, его обеспокоило. Он сам попросил меня дать ему таблетки. Я не видел, пил ли он из стакана. Блин, я даже не знаю, а чего это здесь ложь вообще должна быть. Ему плохо спится, когда он путешествует поездом. Но письмо его точно беспокоило. Наверное. I see nothing to prove he's Блин. lying. Окей. Попросил меня дать ему таблетки. Monsieur, I believe you are not telling me the truth. What? How can you say that? He Нет. received threatening letters. One, it seems, last night. Did you know he had a gun under his pillow? And even asked for my help to watch over him? I find it strange that he asked you for sleeping pills when he was afraid for his life and prepared to defend himself. I'm sure I don't know. Maybe to calm his nerves, maybe out of habit. It makes no sense. Wait, please. Isn't it possible that Mr. Ratchet asked me to prepare the pills, but didn't plan to drink them for some reason? It is possible. But I am a student of character, monsieur, and the Monsieur Ratchet you describe is not the man I met. If you'll excuse me, my toothache is getting worse again. I'm afraid this time you must prepare your own clove oil. Капец. Так, ну пойдем со вторым потрендим. Да я думаю, демка уже заканчивать пора. Я сейчас всю игру так пройду. Рис смотрит на меня. I believe I am addressing Monsieur Hector McQueen. Guilty as charged. I beg your pardon. Oh, sorry. Just an expression. My father used to say it. You must have had an interesting childhood. I am Hercule Poirot. No need to be modest. You're a detective. You are Monsieur Ratchet's secretary? I am Mr. Ratchet's secretary. Just over a year. I mainly take care of translating certain texts for him. Mr. Ratchet only speaks English. Prepare yourself for a shock. Your employer, Monsieur Ratchet, is dead. So they got him after all. What do you mean? You are assuming he was murdered? I know he had enemies. Are you a smoker? Yes, I smoke cigarettes. I've tried to quit, but no luck. I found a diary in Monsieur Ratchet's safe. Did you know about it? I kept a business appointment book, but I know he had a personal diary as well. That looks like it. Are you a smoker? Yes. Случайно. Can you tell me your movements last night? I went back to my compartment. I read a little. In Belgrade, I went out onto the platform to smoke, but it was cold. I quickly went back in. I then went to Mr. Ratchet's compartment to take some dictation for him. I left around 10 o'clock. I saw Captain Arbuthnot. We ended up chatting in my compartment. Then we went out on the platform to quickly stretch our legs at Vinkovsky. He left around 2 o'clock. Thank you. I will need to check Monsieur McQueen's story with Captain Arbuthnot. Arbuthnot. What can you tell me about Monsieur Ratchet? He was American. He was an antiques dealer. I don't know much more. Mr. Ratchet never talked about himself or his life, but I think Ratchet wasn't his real name, and he left the United States to run away from something or someone. Yes? He started getting letters. Threatening letters. Do you still have them? I have one. Did you know that Monsieur Ratchet had asked for my help? Asked you? No, I didn't know. He knew he was in danger. When did you last see him? Last night around 10 o'clock, I should say. Did you like your employer, Monsieur McQueen? No, I did not. He was, I'm sure, a cruel and dangerous man. А он курил? Was Monsieur Ratchet a smoker? No, he hated the smell of smoke. А письмецо? Can you give me this letter, please? Of course, here it is. Угроза убийства? Серьезно? Угроза убийством?
Это, видимо, заглушка. Ай, блин. Так. Ну давай, узел, и давай, демка уже должна заканчиваться. Я сейчас реально всю игру нахрен пройду. Смотри, соединились вот здесь. Рэйчет поговорит... говорит с месье Мишелем. Рэйчет говорил по-французски. Рэйчет говорит только по-английски. Рэйчет вызвал 037, но говорил не он. Создал впечатление, что в 0037 Рэйчет был еще жив. The murderer may have impersonated Ratchet by calling Monsieur Michel to make it seem that Ratchet was still alive at 12:37 a.m. А нахрен было на My французском little только grey отвечать? cells did not let me down. Рэйчет принимает снотворное, убийца входит в купе, стреляет в него из пистолета. На почве страсти на удары ножом вред. Принимает снотворное, наносит ему удар ножом, создать впечатление вызывает Мишеля. Поезд застревает в снегу, ждет, когда отлучится, чтобы покинуть купе. Принимает снотворное. Убийца входит в купе, наносит удар, вызывает, чтобы создать впечатление, что это чужой, покидает поезд. Нет, не через окно. Вот так. Et voilà. Ой, блин, опять. Мистер Мастермен. Да. Это которого зуб болит. Пусть будет. According to the information I have, this is a solid choice. Он подозрительный тип. Так. Маккуин. Маккуин нет. This is the most likely. И... Что дальше? А, вот. Поговори с Буком. Да, блядь. Иди сюда. Ну, пойдем до Бука сходим. Демка-то все идет, не кончается. Походу, я реально сейчас... Сколько я помню, вроде история там не такая большая. Так, а где Бук был, напомните мне. Салом, Костян. Так, вот здесь можно... нет, здесь это дура. Good morning, madam. Caroline Hubbard. I am... It's all... Madam. А ничего, мы уже здоровались. Oh, Все, давай of скипай. course. Все, нет. Охрен. Она сама в тебя села. Капец, все. У меня игра залагала. Капец. Ой, блин, ладно. Демка не хочет кончаться, я предлагаю на этом и закончить. В принципе, 1,5 часа прошло. Понятно, что и как. Естественно, до конца проходить не буду, так как это демка. Но, в принципе, этого будет достаточно.